Будущее Маурисио Почеттино. Пополнение у Гвардиолы. Ливерпуль ищет замену для Мухаммеда Салаха. Манчестер Юнайтед готов отдать Варана в Саудовскую Аравию. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Спортивный директор Барселоны Деку высказался о возможном назначении наставника Ливерпуля Юргена Клоппа на пост главного тренера каталонской команды. Клопп — это топ-тренер, но я не думаю, что сейчас правильное время говорить о его возможном назначении. У нас есть много кандидатов на пост главного тренера, но все будет обсуждаться позже. Приводит слова Деку Ля Вангардия. Давление на Маурисио Почеттино растет из-за неудачных выступлений Челси. Как сообщает The Telegraph, в клубе не планируют расставаться с главным тренером посреди сезона, однако считают, что в ближайшие месяцы результаты должны заметно улучшиться. Руководство синих не видит причин для паники и оценит работу аргентинца по завершении чемпионата Англии. Есть понимание того, что большое количество травм повлияло на игру команды. Также отмечается, что до двух последних матчей, проигранных с общим счетом 3-8, был виден определенный прогресс. Утверждается, что шансы Почеттино сохранить работу будут невысокими, если он не выведет Челси в Еврокубке. Также, по информации Daily Mail, Челси не хочет увольнять тренера в середине сезона из-за возможного нарушения финансового фейрплей. По их сведениям, расторжение контракта с аргентинским специалистом обойдется Челси чуть более чем в 12 миллионов евро. Манчестер Сити согласовал приобретение вингера Труа Савио, выступающего за Жирону на правах аренды. Как и Сити, Жирона с Труа входят в семейство клубов City Football Group, и это помогло горожанам опередить конкурентов из Англии и Германии в борьбе за Савио. По информации Фабрицио Романо, Савио присоединится к Сити после окончания сезона. Сделка уже полностью согласована, и в ближайшие дни стороны подпишут документы. 19-летний бразилец является одним из лучших игроков Жироны в этом сезоне, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач в 23 матчах Ла Лиги. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее пресса сообщала, что Сити может получить Савио с дисконтом всего за 10 миллионов фунтов. Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема вернулся к тренировкам саудовской команды спустя месяц после последней тренировочной сессии. Напомню, что в середине января главный тренер Аль-Иттихада Марсело Гальярдо отстранил француза по причине того, что он не прибыл вовремя на клубную базу, откуда команда направилась на тренировочные сборы. До этого инцидента Бензема уже пропустил 3 тренировки в конце минувшего декабря. После этого появлялись слухи, что футболист изъявил желание покинуть Аль-Иттихад. Еще Гальярдо ответил на вопрос, когда Карим начнет вновь выходить на поле в официальных матчах. Его возвращение зависит от него самого и его физического состояния в текущий период, приводит слова тренера RMC Sport. Ливерпуль внимательно следит за вингером Барселоны Рафиньей и 21-летним нападающим синегранатовых Ансу Фати. Об этом сообщает Sport.ES. По информации источника, руководство мерсисайдцев видит в этих футболистах возможную замену Салаху, который потенциально может покинуть Ливерпуль грядущим летом и перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Подчеркивается, что в Барселоне заинтересованы в продаже Рафиньи, поскольку считают, что клуб сможет продать его за большие деньги, которые нужны каталонскому клубу в его сложной экономической ситуации. В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 7 голевыми передачами. Фати, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в Брайтоне, сыграл 18 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист. Также, по информации Diario Sport, Тоттенхэм сделал предложение в размере 70 миллионов евро за Рафинью. В прошлом Барса отклоняла предложение по Рафинье, несмотря на серьезные офферы из Саудовской Аравии. Однако сам Рафинья публично заявлял, что не хочет покидать Барсу и намерен отрабатывать контракт. Аль-Насср интересуется защитником Манчестер Юнайтед Рафаэлем Вараном, сообщает Daily Star. Клуб из Саудовской Аравии готов предложить французу контракт с зарплатой в размере 50 миллионов фунтов в год. Сам МЮ готов продать футболиста, чтобы сократить зарплатную ведомость. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Стало известно, в какой период Ляо можно купить у Милана за 175 миллионов евро. Эти отступные за Вингера действуют только с 5 по 15 июля каждый год до июня 28, когда истекает срок соглашения португальца с Россонери, сообщает Foot Mercato. При этом сумму можно выплатить несколькими траншами. По данным источника, зарплата Ляо в Милане составляет 5,1 миллиона евро за сезон чистыми. Помимо ПСЖ, игроком интересуются еще несколько европейских клубов, в частности Ньюкасл. Для самого Ляо приоритет — переход в английскую премьер-лигу или в Ла Лигу. Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен может перейти в турецкий Галатасарай со дня на день. Эриксен выступает за Юнайтед после своего перехода из Брентфорда свободным агентом летом 22-го. Кристиан сыграл свыше 50 матчей за Красных Дьяволов, но в этом сезоне премьер-лиги отметился только 3 появлениями в стартовом составе с середины ноября. Эриксен оказался вне планов главного тренера Юнайтед Эрика тен Хага из-за своих проблем со здоровьем, а также из-за прогресса юного Коби Майну. Трансферное окно в Турции открыто до 9 февраля, и Фотомаг утверждает, что Галатасарай ведет секретные переговоры насчет аренды датчанина с опцией выкупа. Источник добавляет, что Галатасарай будет готов вернуться за Эриксеном грядущим летом, если сторонам не удастся согласовать сделку на этой неделе. Руководство Барселоны приняло решение, что преемником Хави на посту главного тренера синегранатовых станет специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий Барселону Атлетик, но при условии, если боссам каталонского клуба не удастся договориться с другим, более именитым наставником. Об этом сообщает Sport.es. По их информации, после того, как Хави сообщил, что покинет Барселону по окончании нынешнего сезона, руководство синегранатовых в лице президента Жуана Лапорте и спортивного директора Деку разработало дорожную карту развития спортивного проекта клуба. Согласно этому плану, Барселона предпримет попытки заключить трудовое соглашение с именитым тренером, обладающим опытом Еврокубков. В случае неудачи данной задумки боссы синегранатовых доверят руководство командой Маркесу, таким образом исключая варианты с назначением главного тренера Болоньи Тьяго Мотте и тренера Жирона Мичела. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Джесси Лингард находится на пороге заключения контракта с южнокорейским клубом Сеул. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо. По его информации, в понедельник, 4 февраля, англичанин прошел первую часть медобследования перед переходом. А уже сегодня, если никаких осложнений выявлено не будет, футболист подпишет 2-летний контракт с клубом.